Сегодня второй день в Стамбуле, вчера ночью приехали и хотел сегодня погулять, но идет очень мелкий дождь, ветер, погода отвратительная, много людей, хотя вроде праздники закончились, поэтому решил прийти на скалодром. Вывесок нет, просто улица. Болдер-зал находится на самом верхнем этаже, надо подняться на самый верх. И здесь достаточно мило. Первое, что увидел на скалодроме, придя сюда, это мужская раздевалка вместе с туалетом. К сожалению, здесь вообще нету ничего. Некуда присесть, как в Японии. Есть шкафчики, есть куда повесить вещи, туалет, душ, немного грязный, как будто в магнезии. И это все. Переодеваемся. Переоделся, а теперь прям лазать. Беру вещи, посмотрим, что есть на скалодроме. На скалодроме есть 7 категорий, они начинаются зеленой, желтой, синяя, серая, оранжевая, розовая и красная. Причем самое удивительное, что зеленая категория это 0-30+, хотя я не уверен, что вообще 30+ и даже 4 есть в боулдинге. Обычно категории начинаются 5А, потом идут 5Б, 5С, 6А, 6Б, 6С и так далее. А здесь категория больше смещена наверх, то есть больше простых трасс, и семерки А, семерки Б их минимум. Прошелся по скалодрому и посмотрел на трассы, они довольно простые выглядят. Некоторые семья видно, что можно зарукоходить. Сейчас посмотрим, полазаем. Здесь свободный угол, в той части скалодрома вообще битком народа, здесь только двое ребят. Пролезу зелененькую трассу, это одна из самых простых. Очень круто, что в зацепках они используют и обычные болты, и конусные. Те, кто лазали в скалодроме Черепаха, оценят это. Такие болты не разламывают зацепку, и она дольше сохраняется. Категория 0-3С. Здесь можно распереться. Довольно просто. Единственное, что мне не понравилось, что ноги другого цвета. То есть это пластиковые, а это из смолы сделанные зацепки. Но в целом она простая, и я думаю, ее все новички залезут. Такого, кстати, в Москве мало. Еще одна трасса с зеленым стикером, белые зацепки, а здесь уже даже стартовать в крест нужно. Но это прям тяжело. Но зацепки очень хорошие. Сверху конусный тоже болт и торкс, но торкс прям у него немного сорванная резьба. Скалодром оказался слишком низкий, не ожидал, что пол так будет низко. Следующая категория это лимонные. Здесь слэп, снизу он нависает градусов 5, 7, 10, а здесь лежит тоже градусов 5, наверное. Не очень простой старт, но здесь можно отпустить руки и легко стоять. Могут быть любого размера зацепки, и любой человек сможет их взять. Плюс для новичков в том, что здесь невысоко, падать безопасно, но ножки достаточно плохие. Но тем не менее трасса очень простая, думаю, ее многие залезут. Вот еще есть трасса, желтые зацепки, лимонный стикер. Я думаю, что можно использовать все рельефы, потому что без них будет сильно сложнее. Не хватает как-то ноги. И опять же финиш, очень хорошая зацепка бренда Candy, первый раз слышу. Сверху ржавый конусный и торкс. Мат достаточно твердый, ногу не подвернешь, мне такие нравятся маты. Обычно делают мягкие, но они более, на самом деле, травмоопасные. В следующую категорию идет синие метки, старт 2 руки, сидячий, опять оранжевый другого цвета, что мне не очень нравится. Чувствуется, что трасса стала чуть сложнее, из-за того, что она нависает, и здесь зацепки уже чуть поменьше, их надо прям брать.
пальцами, то есть нельзя просто положить руку. Но трасса комфортная, много ног, расположение и короткая, то, что надо для новичков. Думаю, 5С точно можно дать, а в Москве и 5А. Перешли на вторую часть скалодрома, здесь намного больше людей. Красные зацепки, синий стикер. Финиш плохая зацепка, специально поставили, чтобы можно было и без рук финишировать. Но и так тоже можно зажать, не настолько плохая. 5С точно можно дать. Следующая категория — это серые метки. Уже выбрал на нависании, чуть-чуть подразмялся. Зацепки грязные, не особо чистят, и вот там валяется щетка. Как-то не принято, что ли? Трасса классная. Я думаю, ближе к 6, но я не помню уже градации категорий, и это хорошо. Мы потом проверим, подпишем, что за категория по факту, и подпишу свою категорию. Еще одна трасса с серым стикером. Выглядит сложнее. Можно было ее сделать чуть пониже, трасса была подлиннее. Почему-то делают очень короткие трассы. И перехватики такие коротенькие, забавно. 6Б может быть, но все еще достаточно простая. Переходим к следующей категории, это у нас оранжевые метки. Нашел оранжевую трассу, она выглядит намного сложнее, чем что-либо я лазал здесь. Очень спортивное движение. Я, честно говоря, даже не уверен, что у меня с первой попытки получится. Давно я не прыгал, попробую. Надо было глубже попасть, глубже она лучше. Ударился пальцем, очень больно. Очень странное движение, тут еще рельеф немного мешает. Еще одна оранжевая трасса. Старт такой с подхватчика. По лапис зацепкам. Среднего размера зацепки были, но не сказать, что очень сложная трасса. Она скорее очень силовая, на пальце, а еще зацепку нашел. И зацепку снизу тоже посмотрежно. Классно. Перейдем к более трудным категориям. Красная метка. Зеленые зацепки — это X-Cult и местные канди. Не знаю. Выглядит классно. Ребята используют здесь торкс через шайбочку, чтобы поставить вместо болта, потому что нет дырки. Вот старт. Старт с подхвата ручки, нога в трение. Взять сюда на плечо. Много сдваиваний. Сюда. Актив, сюда. Нога, наверное, есть. Спрей-волл не отмечен никак. Сдвоится и на топ. Попробуем, что. С другой стороны, можно и, наверное, сразу в крест пойти. Сэкономить силы немного. Не хочется. Фух. Что-то я не размялся, видимо, для такой категории. Она сильно сложнее, чем то, что я пробовал раньше. Фух, но ей можно дать 7Б, наверное. Очень напряжное начало, на удивление.
В общем, получилось так, что я сейчас залез в красную метку, это зеленые зацепки. Оказывается, это самая сложная трасса на скалодроме, 7B+ и выше, поэтому буду лазать чуть полегче. Это розовые метки и розовые зацепки. Вот выглядит трасса классная, а я удивился, почему она такая трудная была, предыдущая. Я на ней прям сильно напрягся. Фух. Ну, она довольно простая, за исключением вот этого движения. Эта зацепка достаточно маленькая, она под фалангу. И пришлось перехватиться. Я сначала взял 3 пальцами. С 3 пальцев тяжело делать движение. Взял 4, чуть придержал, посмотрел на зацепку и сделал движение. Так намного проще стало делать. Лазаю особо без отдыха, потому что сегодня еще хочу на второй скалодром успеть приехать. Там нужно купить гайдбук и тоже полазать и снять обзорчик скалодрома. Мне очень понравилась эта желтая трасса. Первый раз, когда увидел эту трассу, я подумал, что это все квадро, но на самом деле нет. Это местный бренд Канди. Этот шипок тоже Канди. Здесь идут лапис и дальше тоже местные зацепки с помесью лаписа. В общем, трасса розовая. Это предпоследний уровень, и я попробую залезть рукоходом. Она выглядит достаточно интересно, и можно попробовать. Вообще, давно рукоходом не лазал. После скал очень трудно лазать рукоходом, потому что здесь в основном все трассы вертикальные, особенно те, которые я лазал вместе с учениками. А перед тем, как приехать, я лазал немного по нависанию, но все равно такой большой нагрузки на руки не было. ОФП не делал месяц, и сил, честно говоря, вообще нет. Очень тяжело лазать. Забавное ощущение. Одна из последних трасс на сегодня, которая накручена в скалодроме, это желтая зацепка, лапис, розовый стикер, предпоследняя категория. Я решил полезть, потому что здесь интересный старт. Можно пробовать в распор. Старт. Упереться, придержать рельеф. И нужно упасть вниз. Всем привет! Пока я лезу эту трассу, переключусь на VoiceOver Егор и расскажу вообще в целом о скалодроме. Скалодром сам по себе не очень большой, но здесь достаточно большой ассортимент трасс. В основном, как вы понимаете, они простые, так как в Турции никто профессионально скалолазанием не занимается. И единственные ребята, которые лазают 8Б, 8С, это детки. National Coach сказал, что ребята, которые лазают 8Б, 8С и пробуют 9А, им действительно по 50 лет. У них пенсия, у них все хорошо, и они проводят время на скалах. Все остальные работают, зарабатывают деньги, поэтому профессиональных спортсменов нет. Также Турция не оплачивает никакие международные соревнования, поэтому никому не выгодно ездить и выступать. Что касается трасс, на этом скалодроме трассы обычные. Никаких особо хитрых движений нет, все они силовые и достаточно похожие на московские или российские обычные трассы. Проблема в том, что эта зацепка очень пассивная, она очень плохо держит. Стоит только разницу, что у них есть европейские зацепки. Да, можно сказать, что Стамбул — это большой город, не столица, почти как Питер, но население здесь 17 миллионов человек, и потенциал для скалолазания огромный. Вокруг Стамбула большое количество скал, и я думаю, в ближайшее время потихоньку скалолазание будет развиваться и набирать обороты в этом городе. В Стамбул, кстати, можно добраться почти так же просто, как и в Крым. Сюда часто билеты стоят в районе 5-6 тысяч рублей туда и обратно. Скалы находятся в 3 часах езды от аэропорта, поэтому можно прилетать рано утром, брать машину в аренду, ехать на скалы, лазать 2 дня. Стоит только разницу, что здесь есть хорошая вкусная еда, нормальные дороги, нормальное место для проживания, и он не аннексирован Россией. Структура очень мелкая, у нее очень маленькая поверхность, из-за этого зацепка скользкая. Даже с магнезией тяжело было ее держать. Такая очень интересная трасса. Одна из самых сложных розовых стикеров, наверное, на скалодроме. Красненькая трасса, мне очень понравилось, как выглядит, много рельефов. Собственно, про это я и говорю, что на скалодроме должны быть трассы, которые выглядят сочно, чтобы их могли пробовать люди, которые пришли первый раз к вам на скалодром.
Вот это движение было максимально нетипичным, и я был очень удивлен встретить такое движение. Я даже в Москве, в России нигде не встречал подобных движений. Плюс-минус были немного похожи, но не такие, не настолько интересные, потому что потом я попробовал сделать движение в крест. Я думал, на самом деле так запланировано, но этот шипок очень плохой под правую руку Ну, это была и простая почти трасса, не потому что держит. не был ринговым движением. Очень интересным. Интересно, можно сделать статично? Единственный вариант только прыгать на следующую зацепку. И то, если прыгать неудачно, она пассивная, с нее легко слетаешь. Как соревновательное движение для рутсеттеров очень круто, используйте. Не понимаю, как планировал, шипок достаточно плохой. Классно, что на скалодроме есть зона СФП, это фингерборд бисмейкер 2000, также активнички есть бисмейкерские, оригинальные, это очень круто. Есть какой-то местный фингерборд, никогда такой не видел. Тренингборд называется, энтерпрайзовский. Это европейский бренд, скалодрома делает. В целом, зацепки есть, на которых можно тренироваться, хорошие. Сверху гигантские ручки, на них комфортно подтягиваться. Но мне не очень нравятся из смолы фингерборды. Они чуть больше кожу сдирают, чем деревянные, но этот зализанный, и у него очень мелкая текстура, что хорошо. А еще здесь есть кампус. Тут еще есть кампус, HRT сделал, левый, наверное, handmade. И канди зацепки, но это, по-моему, точная копия лаписа. То есть они просто плагиатят, скорее всего, зацепки. Я не удивлюсь, если это тоже сплагиачено. Фингерборд HRT я никогда не трогал, поэтому не могу сказать, оригинальный он или нет. Но здесь они похуже, получше. И на шариках классно, можно поделать далекие движения. Если вы не умеете, например, ходить рукоходом по нему, одно из упражнений, которое будет проще вам делать, делайте это за счет раскачки. То есть учиться создавать маятник и подниматься. Я сейчас бицепс вообще не напрягаю. Все делаю за счет маятника. Это очень хороший вариант для тренировки чувства баланса. То есть вы раскачиваете и в этот момент делаете движение. Чуть более сложное, конечно, это когда вы делаете далеко, далеко, далеко. Такой вариант чуть сложнее, и он подключает не только бицепс, но еще и широчайшую спину для далеких движений. Его уже лучше делать чуть более продвинутым, но из-за того, что здесь достаточно хорошие зацепки, и они пассивные, они достаточно безопасны для вашего хвата, что хорошо. То есть если вы новичок, но у вас сильный бицепс, спина, то есть вы уже занимались где-то в качалке или на турнике, то вы можете уже тренироваться на кампусе, на таком, и не бояться, что вы травмируетесь, потому что вы просто соскользнете, вы не сможете перегрузить себе кольцевые связки, что очень важно. Всем большое спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Особенно благодарность тем, кто подписался на мой Patreon канал. Там я публикую планы по ОФП, СФП, ЛФК и растяжке. Если вы хотите поехать со мной на скалы, по России или миру, переходите на мой сайт, там будет вся информация по выездам. Пока!